Так, так. Блин, ну шансов, ребята, мало. Шансов мало. Так, закидываем тут Шахтера. Хотя, если Шахтер наваляет, то мы его как-то молнией добьем. А ну-ка, Шахтер, наваливай. Шахтер. До свидания. Мы выиграли. Вот это поединок. Всем привет, друзья, с вами Аледж, и сегодня мы будем играть с абсолютно новой колодой, с героем Вышибалой, и заодно попытаемся взять королевского чемпиона. Да, нужно нам сделать немало побед, но мы, надеюсь, это сможем. Эту колоду вы точно нигде не видели ранее, потому что это моя авторская дека. Я люблю экспериментировать, я люблю каждый сезон придумать что-нибудь новенькое, и на этот раз моя находка выглядит следующим образом. Эволюция на бочку со скелетиками, эволюция ордоминдионов, конечно же, герой Вышибала, главный атакующий и защитный юнит, Шахтер, молния, вот такое дорогое удовольствие за 4-1 эликсира. Недешево, но это того стоит. Друзья, если вам нужен пас-рояль, новый герой Темный Принц или герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. И поехали первую каточку. Буду вам рассказывать все про эту колоду, все, что знаю. Но не исключено, что эту деку можно еще улучшить. Я продолжаю находиться в поиске, я продолжаю экспериментировать, поэтому пишите в комментариях, что здесь можно заменить. И, возможно, я прислушаюсь к вашим советам. Я одно время играл с фаерболом, колода была дешевле. Но с фаерболом, конечно, проблемка. Тяжело играть против эволюции ведьмы, против эволюции электродракона. А вот молния в этом плане нас полностью выручает. И вот вы видите, нам попался колдун. И как раз вот против таких колдунов молния и очень хорошо заходит. Так, отвлекся немножко тут неправильно сыграл, но да ладно. Так, закидываем Шахтера, конечно же. Разбойники танкуют. Ну, есть в этой колоде даже какой-то вайп мортиры, потому что есть тут некоторые такие комбинации, связки с мортиры. Поэтому вот и бочка со скелетиками, и Шахтер, это все как бы остатки мортиры у нас в нашей колоде. Так, Шахтер неплохо так наваливает, соперник со своим Шахтером. Давайте защищаемся. И одна из любимых моих комбинаций, это когда танкует бочка со скелетиками, конечно же, мы прожимаем Вышибалу. Вышибалу, по сути, надо прожимать практически каждый раз. Он успевает сожрать нашу Вышибалу. Ну, Вышибала, вылазь. Вышибала вылез, даже одну тычку сделал. Так, защищаемся. И что я хочу сказать. Вышибала с одного трехочкового наносит примерно 300 хп по вышке. За сессию Вышибала делает 4 броска по вышке. То есть, если соперник пропустит Вышибалу, все 4 броска, это сразу минус 1200 хп. Поэтому Вышибалу пропускать ни в коем случае нельзя оппонентам. Я вообще не понимаю, почему Вышибала вначале, можно сказать, хайпанул. Все с ним играли, но сейчас как-то Вышибала стал очень редко мне попадаться, и как будто бы мало кто с ним стал играть. Как по мне, Вышибала это реально мега крутой юнит. И он очень сильно мне помогает как в плане атаки, так и в плане защиты. Так, такая вот неприятная комбинация. Закидываем бочку. Урон тут неизбежен, главное его сделать минимальным. Закидываем молнии. Ой-ой-ой, какой он бревно скинул тупое. Прожимаем, конечно же, Вышибалу. Закидываем Шахтера. Вот самая главная комбинация. Бочка со скелетиком, Вышибала, Шахтер. 3 угрозы одновременно. Но соперник пока что справляется. Пока что справляется наш соперник. Надо быстренько нам крутиться до еще одной Вышибалы. Колдуна мы пропускаем. Закидываем эволюцию на ордоминдионов. И будем его сейчас мега жестко пушить. Смотрите, какой сейчас пойдет разнос. Так, закидываем бочку со скелетиками. Сопернику уже очень плохо. Закидываем Шахтера. Это просто пошло сейчас какое-то избиение, ребята. Такое невозможно контрить. Такое невозможно контрить, говорю вам честно. Сейчас молния полетит на колдуна. Колдун, выходи. Пошел вон отсюда, на! Вот так вот, ребята.
Но вы видите, один раз я эту мега-комбинацию за поединок провел, и соперник просто отлетел. Поехали дальше. Фух. Ну, в общем-то, такая комбинация у нас главная. Подходит вышибала к мостику, впереди ставим бочку со скелетиками, закидываем еще шахтера и прожимаем вышибалу. Опять же, 3 угрозы одновременно, а если еще накинуть эволюцию ардемидионов, ну, короче, такая жесть происходит. Соперники просто в панике. Реально, не в панике. Но я хочу сказать, что очень у нас много в плане атак комбинаций. У нас очень хорошая в плане атаки колода, но в плане защиты иногда бывают проблемы. Особенно проблематично играть против Гонча. Вот Гонча это, наверное, для нас какая-то контра, потому что когда у соперника стрелы, фаерболы, просто Гонча ничего не может сделать, реально. Точнее, мы ничего не можем сделать против Гончи, когда у соперника фаерболы и стрелы. Вы понимаете, в чем проблемка? Так, тут, скорее всего, против нас попадаются рекруты. Ну что, рекруты, я думаю, нам не страшны, потому что у нас все-таки сплэшер, вышибала. Поэтому рекруты с кабанами я не сильно боюсь. Самое главное, правильно использовать карты, правильно настроить свой цикл. Закидываем бочку со скелетиками. Ну вот, кстати, конкретно в этом поединке нам бы, наверное, больше фаербол бы зашел, потому что у него и кабаны, у него и летучка. Конечно, тут бы нам бы больше фаербол зашел, но все-таки в целом в большинстве поединков молния смотрится более предпочтительно. Так, давайте тут ставим все-таки разбойников. Он воспользовался ситуацией, прокинул своих кабанов, сейчас пройдет неприятный урон, а мы сейчас будем закидывать шахтера. Да, защититься не удалось, мы продолжаем атаковать, закидываем шахтера. Так, ну, пока что проигрываем, но это не критично. Разбойницы, смотрите, что творят разбойницы, сейчас еще и повышки наваляют. Да, вот так вот неожиданно разбойники ворвались в мету, можно сказать. Очень долго с разбойниками никто не играл, прямо годами. Но сейчас они потихоньку врываются в мету. Давайте скинем вот такую вот молнию. Надо наносить ему урон. Да, пошел хороший урон. Сейчас, наверное, орду миньонов на центр. Так вот давайте ставим. Ага, сразу ставим. Предугадали мы соперника. Так, он не успевает. Тут ставим вышибалу. Мы пока что выигрываем минимально. Шахтер. Комбинация шахтер плюс миньоны. Раньше эта комбинация просто всех разрывала. Шахтер плюс миньоны, шахтер плюс бочка со скелетиками. Сейчас про эту комбинацию стали все немножко подзабывать, но она очень эффективна. Она очень эффективна до сих пор. Так, сейчас еще раз бочку со скелетиками закинем. Так, орда миньонов, срочно. Не позволяем им мостик впереди. Хижина, хижина, срочная хижина. Ситуация неприятная, срочная хижина. Ой-ой-ой, ребятки. Так, держимся, держимся из последних сил. Ну, сейчас мы опять нашу коронную комбинацию проведем. Так, вышибала. Ой-ой-ой, не дает он нам покоя. Срочная орда миньонов. Вышибалу прожимаем. Шахтер на другую сторону залетает. Так, вышибала должен сделать пару тычек по вышке. А ну-ка. Так, не, он успел, блин, он успел, к сожалению. Так, хижина, вышибала. Миньончик нам бодается до сих пор. Нельзя урон пропускать. Нельзя никакого урона пропускать. А ну, молодец. Так, ребята, последний шанс. Последний шанс, вышибала. Неужели мы проиграем? Не хотелось бы. Орда миньонов. Блин, ну тут мы проиграли. Ой-ой-ой, ну как неприятно. Я в шоке. Как неприятно. Ладно, поехали в следующую каточку. Я не знаю, я уже говорил, но сейчас что-то с вышибалой стали меньше играть. Поначалу вышибала так хайпанул, сейчас как-то с ним поменьше стали играть. Ну, как по мне, мега имбовый юнит. Я не знаю, почему ему перестали уделять достойное внимание. Блин, ну обидное поражение, ничего не скажешь. Ничего не скажешь, очень обидно, что мы проиграли в прошлом поединке.
Так, стрелы закидывают, но вышибала должен справиться, походу, да. Сейчас, возможно, еще вышибала сделает пару тычек в атаке. А ну-ка, закидываем шахтера. Прожимаем вышибалу. Давай, вышибала, сделай хотя бы пару тычек. Раз тычка, гоблинов заодно прибей. Заодно и гоблинов прибил. Ну, красавчик. Красавчик. Ну, конкретно в прошлом поединке, опять же, нам бы больше зашел фаербол. Ну, ладно, хватит ныть. Я не знаю, я вообще без записи очень много поединков подряд выигрывал. Но когда начинаю записывать ролик, почему-то игра тупо перестает идти. Так, я не понимаю, что это? Что это? Хок плюс задница на баране, чи что у него в одной колоде? Он что, там с ума сошел? Наверное, впервые за долгие годы вижу одновременно в колоде задницу на баране плюс хога. Это вообще какой-то полный абсурд. И они вообще урона никакого толком не нанесли. А вот вышибала сейчас нанесет, дай боже. Вышибала сейчас ему сделает больно. Так, молодец, вышибала. Так, опять полетели у него, блин, стрелы. Капец, как неприятные стрелы. Ну ладно, мы пока что защитились. Давайте еще шахтера закинем. Да, шахтер очень сочетается с ордой миньонов, с бочкой со скелетиками. И соперники часто пропускают такие, казалось бы, элементарные комбинации. Вот он, допустим, потратил фаербол стрелы, мы можем закинуть комбинацию шахтер плюс орда миньонов. Это, поверьте мне, настолько жестко, что практически минус башня. Так, снова прожимаем вышибалу. Надо мушкетера желательно убить. А ну-ка, справись с мушкетером. Молодец, молодец. Давайте с мостика закинем орду миньонов. И готовим молнию. Готовим молнию. Вот такую вот молнию. И прошел очень хороший урон, ребята. Я это ждал. Я это ждал, прошел урон. 10 хп остается. Ну, должны мы тут выигрывать, походу. Давайте, тут двойная атака. Хок плюс задница на баране. Вы такое видели? Хок плюс задница на баране. При том, что кубки не маленькие. Великий чемпион. Но тут-то вот такие вот безумные комбинации. Ладно, выиграли. Немецкая элита. Что вы хотели, ребята? Поехали в следующую каточку. Ну все, я просто уже сегодня сделал дубля 3. И тупо начинаю сразу на старте ролика сливать. И я начинаю перезаписывать. Все, это уже мне реально надоело. Я просто сейчас запишу, как запишу. Даже если будут поражения. Все, не хочу я перезаписывать. Вот вы видите, опять же, простая комбинация. Шахтер плюс бочка со скелетиками. Но урон нормальный. Урон нормальный. У нас, в принципе, вообще каркас колоды из мортиры. Тут есть мортиры. Давайте молнию скинем. У нас с мортир есть разбойники. У нас есть орда миньонов. У нас есть бочка со скелетиками, шахтер. Короче говоря, немало карт у нас с мортиры. Так сказать, каркас колоды. Так, закидываем бочку со скелетиками. Двойная атака. Что он будет делать? Еще бы не помешало шахтера тут закинуть. Ой-ой-ой, как больно, как больно. Долго он не мог свой разрядик скинуть. И ему стало очень больно. Ладно. Хотя вышибала контрит ведьму, но все равно, наверное, лучше на нее молнию скидывать, потому что вышибалу могут бедного как-то там отвлечь, и он запутается в спаме, и ведьма может долго жить. Поэтому все равно я предпочитаю на нее сразу скинуть молнию и не мучаться. Так, мега-рыцарь еще один. Что такое? Много мега-рыцарей. Подстав еще ведьму сзади. Пожалуйста, братан, подстав сзади ведьму. Будет очень классно. Если бы он еще ведьму сейчас подставил под молнию, вы прикидаете, какой был бы кайф? Так, ладно. Нормально. Давай, ну теперь выпускай свою ведьму, я ее точно молнией накрою. Ну что, где ведьма? Не хочет, не хочет. Ну ладно, не хочет, так не хочет. По-моему, орду миньонов, эволюция орду миньонов ничем не соконтрит. Это точно. Прожимаем вышибалу. Ведьму хотя бы убьешь. Молодец, ведьму убил. Ну и по вышке сделай хотя бы одну тычку. Ну хотя бы одну тычку сделал по вышке. Молодец, еще живой. Вышибала еще живой. Еще тычку по вышке. Давай, ну, кати шарик свой. Молодец. Так.
Но эволюцию на Орду, конечно же, мы сливать не будем. Она нам тут пригодится. Он ничего не сделает против нее. Хотя, смотрите, разряд плюс заморозка. А у нас такая атака по двум флангам одновременно. И что ты тут будешь делать, братан? Что ты тут будешь делать? Минус вышка, хорошо. Все отлично. Ну, вы видите, как действует эта колода. Подставляется он под молнию. Шикарная молния у нас залетает тут. Все. Ну, все, просто прими, что ты проиграл. Так, все. Ну, наконец-то у нас начинается что-то получаться. Я говорю, что если играть правильно с этой колодой, соблюдать стратегию, она будет просто разрывать. Поехали, следующую каточку. Ну, я просто иногда увлекаюсь, делаю какую-то дичь и, не знаю, делаю неправильные вещи. Начинаю спешить, что-то там закидывать в атаку 100 карт. Просто нужен правильный цикл, правильный темп, и эта колода будет всех просто разрывать. Единственное исключение, как я уже говорил, это гонча. Против гончей сложно, реально, потому что там стрелы, фаерболы, мы не можем защититься против воздуха. Но против обычных шариков, почему? Против обычных шариков мы можем и выстоять. Так, я скинул с мостика Орду Миньонов для проверки. Так, у него королева. Это, скорее всего, колода с землетрясением. Ну, я понял. Ну и хорошо, что у него королева, ребята. Это ж хорошо, у нас есть молния. Его королева в этом поединке, ну, реально просто бесполезна. Прожимаем вышибалу. Так, вышибала, наноси урон. Раз, еще. Сделаешь еще? Молодец, красавчик. Красавчик. Его рекрут не справился, одинокий. Но пока что мы немножко проигрываем. Пропустили мы королеву, она так неожиданно выбежала. Ну все, теперь я понимаю, какие у него карты. На королеву будет сразу лететь молния. Вот и все. Вот и все. Вот такая вот молния. Пошла вон, сучка. Все, вот так вот. Не смей даже появляться. Сразу на тебя молния полетит. Поэтому лучше, братан, свою королеву больше ни разу не выпускай. Потому что сразу на нее полетит молния вообще. Моментальнейше. Так, ну тут все равно я прожму вышибалу, потому что заставляет это его как-то нервничать. Сливает он свою пушку и все равно 2 тычки от вышибалы пропускает. 3-очковые. Деннис Родман, Шакил О'Нил, Коби Брайант. Раньше я любил, конечно, баскетбольчик, НБА, но сейчас уже давно его подзабросил. Так. Давайте вот такую сделаем наглую комбинацию, ребята. Давайте сейчас вот такую вот сделаем наглую комбинацию. Я думаю, что будут у него большие проблемки. Да, у него пошли большие проблемки. Закидываем еще бочку со скелетиками. Готовим молнию. Королева должна появиться. Ну, королева... Ой, землетрясение у него уже. Ой-ой-ой, какой он паники, в какой панике. Уже кидает землетрясение. Правда, мы тоже тут в панике. А ну-ка, убейте этих кабанов чертовых. Кабаноса убить! Блин, ребята, кабаносы, конечно, неприятные. У нас пошли тут. Ну что, вышибала, справишься? Закидываем бочку со скелетиками. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, неприятненько. У нас что-то тут пошло. Прожимаем вышибалу, конечно же. Так. Блин, ну шансов, ребята, мало. Так, закидываем тут шахтера. Хотя, если шахтер наваляет, то мы его как-то молнией добьем. А ну-ка, шахтер, наваливай. Шахтер. До свидания. Мы выиграли. Вот это поединок. И надо было еще по скелетикам не попасть. А я не попал по скелетикам молнии. Так, друзья, ну что же, потихоньку мы поднимаемся, и нам остается буквально 4 победы до королевского чемпиона, 15 дней до конца сезона, уже пора, поехали в следующую каточку. Так, ну, вошел я потихоньку во вкус, начали не очень хорошо, но потихоньку набираем обороты. Так, посмотрим, что там за дека у нашего соперника. Ага, это скорее всего опять... Шарик с дровосеком. Почему-то очень много сейчас этого добра в Clash Royale. Ну, давайте Орду Миньонов прокидываем. Хотя не. Это голем стопудово, ребята.
Это голем стопудово. Ну, в принципе, как я уже говорил, для этого нам молния и нужна. Нам молния и нужна для того, чтобы контрить вот таких вот големов с электродраконами. Давайте главное здание попытаемся активировать. Ну, вроде бы вот так вот надо бочку со скелетиками ставить, да? А чё ты главное здание не активировалось? Я не пойму. Почему главное здание не активировалось? Ну, это неприятно. Ладно. Ладно, я не буду скидывать молнии. Ой-ой-ой, а он тупанул. Он очень сильно тупанул сейчас, вы видите. Насколько эта комбинация напрягучая. Шахтер с бочкой со скелетиками. Он тупанул, промазал. Так, ладно, пусть ставит свои сборщики. Я молнию приберегу. Я не хочу сливать молнию. Я молнию скину на электродракона, вот тупо. Давайте ставим хижину. Он не знает пока, что у нас молния. Вышибалу, наверное, я даже не буду прожимать, потому что эликсира у нас не так уж много. А ну, по вышке попадешь. Еще по вышке. Блин, один раз только по вышке он попал. Так, а вот сейчас молния нам нужна. По всем этим драконам молния залетает. Сразу по 3 драконам залетела молния. Дровосек такой неприятный врывается. Так, ну ладно, защитились, ребята, смотрите, ну идеально все. Он вообще никакого урона не нанес. Ну разве что своей яростью урончик нанес. Можно, в принципе, шахтера скидывать на сборщик. Я не знаю. Ладно, я не буду скидывать на сборщик шахтера. Я буду просто атаковать. Ну, попадет он. Ну, сейчас он там попадет. Но все равно, в принципе, урончик неплохой проходит. Ладно. Я думаю, что надо защищаться. Просто защищаться. Давайте скинем молнию. Будем ему урончик наносить. Нам остается буквально 2 молнии ему скинуть. Это, конечно, неприятно. Орда миньонов, эволюция. Для этого нам нужна. А ну-ка, 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 ну-ка. Блин, но он все равно прорывается, ребята. Все, мы все равно слили. Блин. Все равно он продавил нас, капец. Наверное, надо было его сборщики как-то контрить. Я не знаю, он нас все-таки продавил. Обидно. Очень обидно. Вот вы видите, даже с молнией я почему-то проиграл. Так, поехали, следующий призрак. Следующий поединок. Ну, призрак против нас попадается. Гост. Поехали, поехали. Посмотрим, что тут у нас за дека. Ну, в принципе, неплохо он сейчас защитился. Но 500 хп на ровном месте потерял. Так, молнию, понятное дело, что невыгодно нам кидать. В принципе, молнию выгодно кидать на объекты, которые стоят минимум 5 эликсира. Кидать молнию на объекты, которые стоят 4, но это такое себе удовольствие. Так, а ну-ка. Ну, сейчас вышибалу мы, конечно же, прожмем. А ну-ка, хотя бы пару тычек сделаешь. Давай, полетели 3-очковые. 1, 2, еще 3. Нормально. 3 3-очковых сделал. И у соперника уже на вышке 3000 хп остается. Закидываем еще раз бочку со скелетиками. Ну, вышибала реально похож на баскетболиста. 3-очковые кидает безукоризненно, никогда не промахивается. У него все 3-очковые летят сразу в корзину. Ну, просто идеальный баскетболист. Высокого роста, под 2 метра. Ну, правда, лишний вес, конечно, вышибалы есть. Но дай волю, он бы такие бы слэмданки бы делал, как Шакил О'Нил. У Шакила О'Нила тоже был лишний вес, но это ему не мешало. Так. Подставляется он под молнию. Отличная молния. Вот для этого она в нашей колоде нужна. Ну, возможно, шарик сделает одну тычку. Ну, что ж поделаешь. Пусть он эту тычку делает. Орда миньонов на орду миньонов. Смотрите, какой у нас замес пошел дикий. Смешная, конечно, ситуация. И очень страшная. Так, ему нужна срочно печка. Так, шахтер. Возможно, шахтер ворвется. А ну-ка, шахтер врывается. Шахтер молодец. Успел чуть-чуть ворваться. Хороший урон проходит. Так, давайте ставим хижину. Готовим молнию. Молния. Пошел вон. Идиот, блин. Ну, тычка будет, блин.
Ну, так его спасает эта заморозка, капец. Ладно, но надо его продавливать. Шахтер рывается замес. Это минус вышка. Это минус вышка. Да, Шахтер ворвался. Но, блин, у него будет еще одна проходка. У него будет еще одна проходка, ребята. Он вышку нам снесет. Да, он вышку сносит. Ну, тут я бы реально бы ничего не сделал. Ладно, пусть сносит вышку. Вышибала, трехочковые полетели. Шахтер на печку. Шахтер на печку, врывайся. Нет, он, конечно, не на печку. Ой-ой, заморозка какая-то странная с его стороны. Ну да, ситуация была такая непонятная. И соперник, походу, там не понимал, что происходит, и я. Ну, в основном наша колода играет на 1-0. Или на 2-1. Редко тут бывают разгромы на трешку, поэтому надо к этому быть готовым. Часто поединки с этой колодой затягиваются. Иногда прямо на все 5 минут. Молния. Ну что, кидай свою заморозку. Не, заморозку не кинул. Так, ну что, Шахтер. Орда Миньона врывается. Угу. Орда Миньонов на Орду. У меня обычная, у него эволюция. Я понял. Пока что выигрываем минимально. Бочка со скелетиками. Так, давайте, наверное, даже на этого вышибалу скинем молнию, потому что он слишком может большие проблемы нам сделать, этот вышибала. На эволюции вышибала, поэтому скинул на него сразу молнию, заодно урончик нанес. Так, Шахтер, срочно врывайся, Шахтер, замес. Тычку мы пропустили, бочка со скелетиками. Ну все, я злой, и сейчас пойдет мега разнос, у него нету просто шанса. Он меня разозлил. Он меня разозлил, и поэтому надо сделать трехочковые броски. Я сразу трехочковые кидаю, когда злой, поэтому соперник, блин, напросился. Так, печку надо убить. Последняя атака у него. Ну ладно, в принципе, выиграли, вы видите, какой замес был в этом поединке, но мы выиграли. Выиграли минимально 2-1. Но, в принципе, минус призрак. Неплохо.